Итак, здорово, ребятки! Сегодня мы с вами посмотрим на 3 тасовочки, которые очень часто используются в покере для того, чтобы перетасовать колоду. Стандартная, самая классическая, которая называется Riffle Shuffle. Когда мы берем и вот так вот перетасовываем карты. Есть очень много вариантов. Есть когда хват у нас немножечко другой, с самых краев. Есть когда, к примеру, берут и люди с центра держат. Есть когда засовывают вот так, например, под наклоном, как я делаю сейчас. А есть такие, которые вот так вот руба ставят, бац, и у вас уже сделана эта тасовочка. Вариантов много, но самое главное, это принцип один и тот же. Мы берем и перетасовываем карты. И давайте-ка мы сейчас будем обучаться. Итак, я использую, если что, вот такую вот колоду. Это B-стандарт. Если что, опять же, ссылочку я на нее оставлю в описании. Ну и давайте-ка будем обучаться первой тасовочке. Это Riffle Shuffle на столе. Сразу же вас предупреждаю, если данное видео вам понравится, ставьте лайк. Ну и будут выходить такие видосы чаще и чаще. Берем колоду. И в данном случае вам необходимо ее разделить на две части. Мы берем первую часть и вторую часть. Одна часть у вас уходит влево, вторая вправо. Какую вы часть возьмете в правую руку, какую в левую, это не важно. Вы все равно будете перетасовывать. Если делать же ложную тасовку, тогда вам необходимо это все знать. Ну и следующее, что вам необходимо, это определиться, как вы хотите взять эту колоду. Можно взять несколько вариантов. Руки вертикально, либо руки на колоде. Руки вертикально, вы тогда будете вот так вот слистывать. А руки на колоде, тогда будете вот так вот слистывать. Но все равно у вас это должно получаться в любом случае, если вы все правильно делаете. Итак, мы, например, давайте выберем хват вот такой вот. Я к нему привык, когда все у нас руки на колоде. Как я лично это все делаю? У меня есть мизинчик один, мизинчик второй. Они у меня располагаются на вот этих вот краях карт. Это делается для того, чтобы вы подталкивали правую стопочку к левой и левую к правой. Получается, это все вот таким вот образом у нас происходит. Правую я толкаю к левой, а левую к правой. И таким образом они у нас не рассыпаются, они не разъезжаются в ненужные нам стороны. Они друг к другу слипаются. Теперь смотрим далее, что же происходит у нас с колодой. Мы берем и учимся большим пальчиком правой руки и большим пальчиком левой руки делать вот такие вот слистывания. Изначально у вас не будет это получаться, но когда вы привыкнете к колоде, когда у вас палец начнет чувствовать колоду, у вас получится делать вот такие вот слистывания. И в одной, и во второй руке вы должны так научиться делать. Очень важно. Что вы делаете далее? Вы просто-напросто отодвигаете это все, подставляете друг к другу эти все стопочки и начинаем вот так вот слистывать. Правую к левой и левую к правой. Также еще будет огромнейший совет. Если у вас не получается вот таким вот образом брать и слистывать друг на друга, тогда попробуйте сделать следующим образом. Немножечко, когда у вас стопочки находятся на поверхности, и ее сдвинуть вот таким вот образом. Я вам сейчас зафокусирую и покажу. Вот так вот. То есть, чтобы она шла не вот так вот вертикально, четко, а с небольшим уклоном. Просто когда у вас будет вот такой вот уклон, слистывать будет намного проще. Вы можете это проверить, и вы еще вспомните мои слова и скажете, да, вот ты точно был прав, так намного проще слистывать. И мы берем еще раз вот так вот, слистываем. Ну и далее вы уже пробуйте, как вам больше хочется, как вам больше удобно. Либо вы берете за края, за самые края и вот так вот слистываете. Либо вы делаете это все вообще прям вот так вот, прям перед самыми краями держа. Либо вам удобно делать это все под наклончиком, вот так вот. Либо вам хочется влепить друг в друга вот так вот эти стопочки. И потом, делав вот этот вот рифл, слистывание такое вот, потом вогнать одну стопочку во вторую. В общем, версий есть очень и очень много. Но какая вам более подойдет, это уже нужно пробовать. Но для начала самое сложное, это, конечно же, вот это вот обучиться. Вот это вот движение делать, слистывание. Когда же вы обучились, тогда у вас проблем не будет. Итак, следующая тасовочка, уже вторая по счету, когда мы берем и вот так вот это все красиво слистываем. Как бы прикольная тема, называется это вообще в идеале тасовочка американская, но когда вы делаете, играя это все в покер,
Это очень ужасно, поскольку вы можете вот так вот светить себе карты, всем другим светить карты. Ну и в итоге эффект тот же, но это делается в руках и очень много можно чего спалить. Но когда вы делаете все то же самое, без использования поднятия колоды, а вот так вот, это, конечно же, все намного круче и эффектнее. И что самое главное, вы не спалите карты, которые находятся там внизу, вверху, посерединке. Следующая же тасовочка, это у нас американская на столе. Довольно-таки тяжелая, поскольку вам здесь понадобится делать врезку один в один, ну, хотя бы приблизительно один в один. Как это все делается? Вы берете, как и в Riffle Shuffle, подснимаете одну стопочку и вторую, стягиваете друг на друга, упираете один конец во второй, и после чего, немножечко приподнимая это все, давайте мы сейчас опять же зафокусируемся, чтобы вы видели, как это все происходит. У нас есть две стопочки. Мы берем вот так вот, друг к другу их прислоняем и немножечко под наклоном вдавливаем. Вот так вот под наклоном, то есть видите, у меня тут разрезик. Вдавливаем друг в друга. Оп, и у меня получается, делается врезка. Или фару шаффл, как еще называется по-другому, когда потом еще ручками так вот это все делают. Но мы будем делать то же самое, только вот так вот. Точно так же, только на столе. Еще разочек. Берем приблизительно половину. Подровняли. Подставили одну стопочку ко второй. И вот так вот прям вот давим под наклоном. И у вас должно вот так все входить. Хорошо. После чего вы берете в центре. Мизинцы у вас и на одной стороне, и на второй. Поднимаете. Обязательно в центре держа это все. Давите вот в этой части и сгибаете все карты. Возможно, вам будет это все жалко, но если вы хотите так круто научиться тасовать, вам не нужно жалеть колоду. И отпускаем пальцы и держа при этом указательным пальцем. И тогда у вас получается это все круто проделывать. Еще разочек берем. Раз. И поехали, поехали. Вот, конечно, да, сейчас я слишком плохо отпустил, но вы-то принцип-то понимаете. Берем, сгибаем. Отпускаем. И вот так это все красиво стасовывается. Почему же не использовать вот такую вот тасовку? Потому что вы показываете карты и вот эти вот, и вот эти вот. И потом еще вот так вот слистываете. Можете сами подсмотреть, вам будут не доверять. Можете кому-то дать возможность либо отсюда подсмотреть карты. Поэтому, используя вот так вот тасовочку, эффект тот же, но скрытность максимальная. Ну и последняя на сегодня тасовка идеально подойдет для тех, кто любит что-то разбрасывать. Мы берем колоду и вот таким вот образом начинаем слистывать карты. Правда, потом приходится это все собирать, но самое главное, что вот это вот слистывание, вот это вот скидывание вам очень понравится. Я прям вот уверен на все 100%. Мы берем и вот так вот прям швыряем карты, но потом собираем. Собственно говоря, давайте-ка мы сейчас и этому тоже обучимся. Ну и, ребятки, третья тасовочка, самая простая, которую можно только себе представить, когда мы берем, поднимаем колоду в левой руке, либо, если вам удобно, в правой руке, держа вот так вот. Правой рукой начинаете одну стопочку слистывать, за второй. Берете там по 5, 10, 15 карт, 7 карт, 6 карт, одной карте, как у вас получается. Можно даже взять просто вот так вот на 3 части как-то разделить и все. Но прикольно здесь это все рассыпать. Конечно, потом собирать достаточно сложно. Еще разочек берем и вот так вот. Просто берем и скидываем. Но я вам скажу по секрету, можно сделать такую же тасовочку, только полностью ложную. Так, еще разочек. Берем и вот так вот скидываем. Все. Красиво можно перетасовать. В общем, ребятки, вот такой вот был видосик. Если он вам понравился, обязательно ставьте лайки и пишите в комментариях, а хотите ли вы увидеть все то же самое, только если это все будет в ложном виде. То есть вот эти тасовочки, но 100% сохранения карты. И как вам вообще такой формат? Напишите еще, понравилось вам, не понравилось. И что вы еще вообще хотите увидеть у меня на канале. А у меня на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки. Все ссылочки в описании. Пока.